Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте, гости, кто случайно заглянул на канал. Меня зовут Оля, мой канал о куклах, о вязании для кукол. Алины игрушки, вязание для кукол, группа ВКонтакте. Я очень рада приветствовать вас в этом видео. Видео посвящено вязанию вот таких сарафанчиков. Делала небольшие подключения в процессе вязания. И получился небольшой, но, надеюсь, интересный видеовлог. Наливайте себе чаек, кофеек, берите в руки вязание или любое другое интересное для вас рукоделие. И желаю вам приятного просмотра. Ну и хочу в начале видео сразу же пригласить вас в совместный вязальный проект, который будет проходить в группе ВКонтакте. Возможно, у кого-то очень мало времени, не хватит терпения досмотреть этот ролик до конца. Я сразу скажу, что мастер-класс у меня уже готов, и я приглашаю вас повязать вместе со мной такие сарафаны. Давайте продлим лето, продлим август, не будем торопить осень. Сарафанчики вяжутся быстро и легко. Я составила подробное текстовое описание, графическую схему ажурного узора, добавила фотографии процесса вязания. Короче говоря, я очень постаралась, чтобы ваш процесс вязания был легким, приятным и быстрым. Давайте посмотрим, что у меня на крючке. Вот такой сарафан. Он пока без влажно-тепловой обработки. Это гибрид из двух моих мастер-классов. Более подробно я расскажу, когда уже сделаю влажно-тепловую обработку. Добавлю кружево и сфотографирую на кукле. Подъюбничек, сарафанчик. И вот сейчас мне нужно определиться с кружевом. Такое или такое, какое из кружева лучше. Это достаточно популярные виды кружева среди вязальщиц, кто вяжет одежду для кукол. Напишите в комментариях, какое ваше любимое. Я в основном пользовалась вот таким, вот этим. А вот это приобрела впервые. Ну, наверное, его и попробую. И стоит у меня куколка от фабрики Весна, кукла Герда, ожидает наряда. Кто меня смотрит постоянно, вы знаете, что эта кукла ко мне приехала в подарок от Натальи Колесниченко. И у нее достаточно симпатичный наряд, но все-таки хочется что-то вязаное для этой девочки сделать. И вот мне пришла идея в голову, а что если попробовать такой сарафан, как я сейчас почти связала для полочки, попробовать связать по этим же расчетам, только из более толстенькой пряжи. Здесь у меня Альпина Ксения и Филодискозия номер 5. И вот уже и кружево я подобрала. Сегодня 4 августа. Если вам интересно наблюдать за моим творчеством, оставайтесь со мной, смотрите это видео. Самой интересно, и надеюсь, что вам тоже интересно, что же у меня получится. Ну а куколка будет сидеть рядышком, участвовать в примерках и вдохновлять меня на появление нового наряда. Друзья, продолжаю снимать. 11 августа, понедельник. И вот кто тут у меня на рабочем столе. Конечно же, еще 5 минут назад эти куклы стояли совсем по-другому. Но мне захотелось сделать фотографию, что же тут у меня на рабочем столе. Поэтому я кукол поставила поровнее, подружнее, подвинула друг к дружке, головушки поправила. И хотя не могу пока их еще нарядить, но фотографию захотелось сделать. Вдохновила на фото меня Лилия. Я только что листала ленту ВКонтакте и увидела у нее на рабочем столе куколка, нарядная, красивая. И Лилия предложила показать, что же у нас на рабочих столах. Но у меня голенькие куклы.
И как есть, так я и показала. Сарафаны у меня лежали на рабочем столе, специально я их тут не раскладывала. Ну, конечно, для фотографии я их немножко так подвинула, расправила. Это пока не законченная работа. Вы видите, что здесь еще хвостики, ниточки. Но мне хотелось немножко отдохнуть от вязального такого творчества, а заняться компьютерной работой. Сейчас я занимаюсь оформлением графической схемы по вязанию этих сарафанов. И мне нужно подсматривать не только в мой черновичок, но еще вот так вот вживую на петельке сарафана, чтобы не ошибиться в составлении схемы. Вы обратили внимание, что на столе стоит у меня еще и рубиночка, а все дело в том, что вот этот сарафанчик очень хорошо подошел для куклы Рубире 37 сантиметров. Я буду вязать еще один сарафан в других цветах, чтобы он подошел Фрейде. Как видите, талия у Фрейды немножко поуже, потоньше, чем у Весняночки. Наверное, я сделаю несколько убавок по линии талии. Ну, этот момент я пропишу в виде рекомендаций. А так уже могу сказать, что в один проект можно приходить с куклами и Паула Рейна, и веснянками вот на таком современном теле. 37 сантиметров, по-моему, рост этих кукол. И можно приходить в проект с рубинками. Я же продолжаю работать после составления схемы. Сразу приступлю к вязанию третьего сарафанчика. Ну а хвостики, кнопочки — это уже в такие моменты между основной работой. Постепенно все сделаю. И, наверное, потом уже, может быть, сразу 3 девочек и сфотографирую. Друзья, мы с Фрейдой приветствуем вас этим ранним утром. Соседи занимаются какими-то строительными работами, шумят. Но я все равно пытаюсь насладиться погодой, природой и вязанием. Ну а Фрейда рядышком участвует в примерках и улыбается, добавляет мне вдохновение и настроение с самого утра. Начала я вязать сарафанчик и для нее. Немножко здесь подкорректировала пройму. Убавила несколько петель по линии талии. Но в целом сарафанчик будет, можно сказать, по тому же описанию. Небольшие корректировки я просто добавлю для вас, девочки, потом в группе. Когда будем вязать в совместном проекте, себе делаю пометки. А так вот в пряже Альпина Ксения, и можно вязать. Желаем всем прекрасной погоды. Если вы смотрите наше видео под вязание, то мы пожелаем вам еще ровных петелек. Приятного творчества и ровных петелек. Друзья, сегодня суббота, 16 августа. И у меня до сих пор ни одна куколка не одета. Вчера я снимала видео по эстафете. Куколка первая моя. Заняло это у меня много часов. Подготовка к видео, съемка, потом монтирование. И как-то целый день так и прошел. Ну, еще были, конечно, домашние дела. Ну, а сегодня я продолжаю вязать. Значит, что у меня? Вот этот сарафанчик у меня готов. И вот такую же точно нить я решила использовать на подъюбник нового сарафана. Это он у меня сейчас вывернут наизнанку. В общем, чтобы сочетались наряды, наверное, вы уже поняли. Вот так. Розовый с желтым, и здесь тоже розовый с желтым. И мне не хватило буквально на один ряд вот этой желтой ниточки. Она взяла и закончилась. Мне нужно еще один рядок провязать и еще ряд, чтобы присоединить кружево. Вот чтобы сделать вот как здесь. Вот так. Кружевные подъюбнички. Я с недавних пор их обожаю. И вот у меня какие запасы. Во-первых, я не подготовилась по кружеву. Такого, чтобы идеально подходило под желтый оттенок, у меня нет. Вот этот
ванильный оттенок. Наверное, камера сейчас искажает. Но ванильный, ну, точно сюда нет. И между вот этими двумя, скорее всего, что я выберу вот этот, который посветлее, потому что этот в сторону оранжевого уже уходит. Но тоже камера искажает, на самом деле он более желтый, а камера передает его насыщение куда-то в сторону тыквы, подсолнуха хочет уйти. Вот, ну, оставлю вот это кружево. А из ниточек я сейчас, пока пошилась в своих запасах, в разных коробочках, нашлись у меня вот такие маленькие остаточки от кировского ириса. А вот это, не помню даже какая нить. Я, наверное, здесь себе записочку не оставила никакую. Ну, вот, значит, тоже вот это не подойдет. И вот это вот все убираю. Вот, наверное, вот так. Вот этой ниточкой довяжу оставшийся рядок и буду привязывать кружево. Осень уже на подходе, а я вожусь все еще с сарафанами. Надо что-то осеннее придумывать. А меня уже манит меня вдохновение связать и на вот эту маленькую мою Альби тоже такой сарафанчик. Смотрите, как хорошо получилось вот это платьишко. Это платье по мастер-классу Ноэль, который я разрабатывала и для миечек, и для паолочек. Там были свои расчеты петель. А здесь же я взяла тоньше ниточку, меньше крючок, немножечко уменьшила платье в высоту. И на Альбе оно тоже хорошо сидит, мне нравится. Только вот, чтобы четче был виден узор, конечно же, нужно подъюбничек, наверное, делать более контрастным. Не белым, а каким-то более темным. Тогда узор будет просматриваться еще лучше. Вообще очень люблю эту модель. Здесь у меня ажурчик и на рукавах. Ну и вот оказалось, что на эту куклу хорошо. И вчера я так уже отпарила платье, принарядила девочку. И думаю, ну вот, ей бы, наверное, и вот этот сарафанчик тоже хорошо бы подошел. Ну вот, я не знаю, видите ли вы это, как вижу я. Представьте такой же сарафанчик, только в уменьшенном виде, из тоненькой ниточки. Было бы здорово. Но, наверное, это уже стоит отложить до следующего лета. А сейчас что-то уже думать осеннее. Вот, ну, хватит болтать. Я иду довязывать этот сарафанчик. Для вас пройдет минуточка, секундочка. Я думаю, что я уже в следующий раз появлюсь с готовыми работами. Девчата, делаю сейчас финишную ВТО и решила подключиться, показать вам. Это у меня гладильная доска. Муж делал, такая самодельная, очень удобная, очень удачная. Мне она нравится. Но не об этом речь. А речь идет об использовании ложки. Ну, смешно, конечно, и я знаю, что профессионалы, может быть, меня и захейтят, потому что, конечно, нужно иметь специальное приспособление для влажно-тепловой обработки, ну и взрослых изделий, и кукольных в особенности, потому что здесь вот такие мелкие узлы, мелкие детали, которые требуют каких-то вспомогательных штучек, чтобы сделать влажно-тепловую обработку. И, давайте, наверное, вот так положу, сделать влажно-тепловую обработку как можно более удачнее, ничего не заломав, не заутюжив. Но все мне некогда сделать такие штучки. Я видела у Оксаны Лифенко, она как-то шила себе специальное приспособление. Забыла, как это правильно называется. Вот. А я на скорую руку решила использовать деревянную ложку. Но она у меня чистая, просто это дерево, натуральное дерево, без обработки. Оно со временем вот здесь потемнело. И вот просто, чтобы плечики не заломать, я вот так вот утюжок подвожу. Не прижимаю, а просто паром слегка вот так отпариваю. И плечики будут у меня аккуратненькие, красивенькие. Ну, может быть, кому-то пригодится. Если уже кто-то сделал какие-то специальные приспособления и смотрите мое видео ВКонтакте, то поделитесь. Интересно будет посмотреть, как вы сделали, что вы придумали. Вот хорошо, что ВКонтакте можно в комментариях добавлять фотографии, поэтому буду рада, если поделитесь. Но у меня так вот пока
Немножко и стыдно, но на скорую руку я взяла ложку. Конечно, в будущем хочется сделать все по уму, какие-то хорошие приспособления. В идеале, конечно, на вот эту деревянную палочку нужно пошить чехольчик тканевой, тогда будет вообще все хорошо. Этот сарафанчик я стирала и сушила. Сушила, расправив, заблокировав. Я, по-моему, не засняла весь процесс на видео, но точно сделала фотографии. И в совместном проекте, девчонки, я вам фотографию эту покажу. Там будет наглядно все понятно, как я сушила, как расправляла. Но потом все равно я прохожусь еще, когда уже все готово, утюгом с пара. И тоже в МК я описываю словами, но чтобы было понятно, еще покажу для наглядности. Вот нижний подъюбничек я отпариваю, но только вот по вот этому краю. То есть вот сюда на кружево лучше утюг не заводить, по краюшку только пройтись, чтобы вот эти вот... Сборочка вот эта вот здесь немножко зафиксировалась, а вот это все не приминалось. Такая модель, она нам нужна, кружево нам нужно, чтобы оно поддерживало вот эти вот колокольчиковые такие изгибы, форму колокольчика, чтобы кружево поддерживало, держало. Поэтому кружево, вот у меня даже здесь тоже так вот сарафан лежит вот такой растопыренный, но это так и нужно. На кукле потом будет смотреться красиво. А если мы пройдемся утюгом по кружеву, замнем вот эти складки, ну, пышность потеряется. Поэтому утюгом только прохожу по вязаному полотну и по основанию, к которому крепится кружево. Мне так нравится вот эта форма. Прелесть. Так классно получилось. Ну, посмотрим сейчас на куколках. Друзья, покажу вам немножко своего закулисья. Знаю, что вы такое любите. У меня сейчас фотосессия уже готовых нарядов. На рабочем столе у меня вот такой бардак, но это все ничего. Для вдохновения я включила видео Юлианы Кремер, видео про пупсиков. Умиляюсь, смотрю, слушаю и фотографирую своих. Бардак я потом приберу, ничего страшного. Солнце спряталось, я добавила лампу. Лампа добавляет свет на отражатель. Отражатель мой уже такой, как будто побывал в нескольких войнах. Уже ободранный, фольга посыпается, надо его уже обновлять. И здесь у меня стол, на столе пластиковый фотофон, сделанный из панелей, спасибо мужу. И вертикально тоже стоит фотофон, а уже поверх этих фонов я прикрепила скотчем виниловый фотофон. Ну, вы знаете, наверное, такие продаются на Валберес, на Озон, в рулончиках. И вот его тоже не хватает для горизонтальной съемки. То есть вот когда я куклу фотографирую, если вертикально, то здесь можно уместить, все хорошо. Для съемки видео, конечно, не годится, маловато его. Поэтому я поставила цветочек, вот так опустила его ветки, чтобы сгладить границу, где заканчивается виниловый и начинается пластиковый фон. Ну, возможно, на фото это какой-то кусочек попадет, но будет, может быть, не так заметно. Ну, хотя, конечно, все это видно. Ну, как-то приспосабливаюсь. Я уже, наверное, тоже не раз говорила. Мне нравится девиз, который я услышала у Катюши Дека. Взлетаем с тем, что есть. И я этим девизом пользуюсь. Вот об этих лепестках, волнах, не знаю, как назвать, вот эта форма цветочка, колокольчика. Сейчас она хорошо видна, когда сарафан на кукле. Об этом я говорила, когда подключалась во время влажно-тепловой обработки. Кто вяжет крючком, понимает, что здесь ничего сложного, просто ракушки. Но вот как они прибавляются, как идут прибавки, и вот как образовались вот эти лепестки цветочка, мне очень нравится. Игриво так смотрится сарафанчик на кукле. Ну, прелесть же, да? Фотосессия у меня займет, наверное, не 1 час.
Я с наслаждением это делаю, играюсь, можно сказать, с куклой. Какие-то наиболее удачные моменты постараюсь запечатлеть. Хочу сделать несколько кадров уже немножко по-другому. Уберу этот коврик, туфельки девочки обула. И смотрите, у меня здесь стоит бокал. Но, конечно же, я не пью вино во время фотосессии, а бокал нужен для опоры. Я уже не раз им пользовалась. Ну, сейчас кукла стоит самостоятельно, но если нужно создать небольшую опору, подстраховку для куклы, то бокал неплохо подходит. На фотографии его практически не видно. Такая удачная фишечка. Для улицы, конечно, не годится, а для домашней фотосессии самое то. Вот как раз на предыдущих фотографиях бокал там присутствовал. Потом с вами посмотрим, заметен он или нет. Ну, конечно же, он будет заметен, но не будет так бросаться в глаза. Ну, а уже в таком виде бокал хорошо заметен и играет декоративную роль. Пришло время добавить в кадр девочку в розовом платье. Это кукла Валерия. Кукла на обычном теле. Я только ошарнирила ей головушку, добавила шейный шарнир. Ну, а вот Люмита у меня на полностью ошарниренном теле. Шарнирные здесь колени, голеностопы, локти, кисти и головушка. Ну и как вот сейчас я четко вижу, что тело уменьшилось. Заказывала я у мастера Анжелика Шумина. Ну и, видимо, как-то во время ошарниривания высота куклы потерялась. Не критично, но все-таки это заметно. Грудного шарнира здесь нет, поэтому, скорее всего, что, наверное, в коленях высота куклы потеряна. И вот если сравнивать оба тела, вот как раз в сравнении это сильно заметно. Ну, немножко фигурка не такая, как мне хотелось бы. Ну и получается, что я все еще в поисках идеального шарнирного тела. Что-то не очень везет мне с телами. Но надеюсь, найду то, которое меня устроит полностью. Забавно получилось. Пока Валерия участвует в фотосессиях, работает в кадре, так сказать. Люмита здесь сидит, отдыхает на краешке площадки. Решила примерить еще сарафанчик на Лусиану. Так, по-моему, эту куколку зовут. Средний скинтон. По-моему, Лусиана. Фабричные имена не запоминаю. Ну вот у нее тоже такое же тело. Ну, будем считать, что будет у меня оно малышковое. Ну, как раз Лусиане такое малышковое тело подходит. Так что очень даже неплохо. Может быть, потом на то белое тело мне пересадить и Валерию. У нее тоже такая головушка малышковая, более детский возраст. Прическа такая, ну, в моем понимании, куколка более младшего возраста. И, наверное, тело ей подойдет. Темнокожие девочки, мулаточки точнее, очень хорошо этот желтый цвет. И вот я сейчас смотрю, пройма мне нравится. Вообще мне очень нравится эта кокетка. Покажу вам еще, как этот сарафан смотрится на герде. Герда у меня на современном теле, кажется, я в этом ролике об этом вам говорила. Но вот сейчас смотрю, кажется, что я перестаралась и слишком длинный, слишком высокий сделала лиф. Наверное, в лифе пару рядочков нужно убрать. Будет тогда смотреться более гармонично. Как вы думаете? Напишите ваше мнение. Вряд ли я буду перевязывать этот сарафан, но, наверное, следующий свяжу уже с исправлением. Все-таки уберу, скорее всего, 2 рядочка. По лифу я ничего не меняла, только взяла пряжу и крючок побольше. И вот смотрите, пройма очень хорошо села. Была у меня мысль еще связать крылышки. Может быть, и сделаю. Может быть, добавлю крылышки, добавлю тогда описание крылышек. Мне кажется, здесь несложно будет их сделать. Для куклы Руби Ред у меня сарафан пока вот на такой стадии. Пока еще не закончен, подъюбника нету. Но я уменьшила пройму, тоже, наверное, уже говорила.
Ну, здесь пройма еще не обвязана, но я ее уменьшила на 2 ряда. Потому что видите, какая рука у рубинки и какая у веснянки. У веснянки крепление руки очень похоже на поволочье, а здесь совсем другая рука. И вот такая пройма смотрелась слишком свободно. Я ее уменьшила. Еще будет, конечно, обвязка. Но все равно крылышки здесь, по-моему, напрашиваются. Поворачивала сейчас Герду, совсем забыла про звуковой механизм. И вдруг она мне говорит: а где зеркало? Надо в него посмотреться. Так забавно. Какая там следующая фраза? Какая я стала красивая, да. Ты очень красивая, но лиф у тебя какой-то с заниженной талией. Надо немножко его приподнять было. Смотрю сейчас на рубинку. И вот на кукле Руби Ред талия этого сарафана, мне кажется, на своем месте. Значит, это просто для весняночки надо чуть-чуть приподнять линию талии. А для рубиночки и так хорошо смотрится. Ну вот то, о чем я вам говорила. Пройма великовата. Я ее уменьшу. И все будет хорошо. А с крылышками еще лучше. Я, конечно, беру смелость на себя, обещая сделать описание крылышек. Но я надеюсь, что у меня все получится. Как вам такое соседство? Мне сейчас надо как-то аккуратненько ее попросить, чтобы она ушла. Люсия может и разозлиться и все сбросить. Люсия, красавица моя, ты и в кадр не повернулась, но все равно заняла место. Я ее уже несколько раз сбрасывала, она все равно запрыгивает и сидит, как королева. Кошка победила. Мы с куклами сделали несколько фотографий и уходим домой. Может быть, сейчас смотрят видео девочки, которые со мной давно, с самого начала в группе ВКонтакте, и вы узнали или примерно что-то припомнили, узнали эту модель, узнали юбочку. Да, раньше у меня был совместный проект «Ассоль», мы с вами вместе вязали такие юбочки, но сейчас эта модель уже усовершенствована. Я здесь внесла изменения, добавила подъюбники, сделала их более удобными. Также не было раньше графической схемы, сейчас я сделала схему. Поэтому это будет проект, можно сказать, второй поток по мастер-классу «Ассоль», по уже обновленному мастер-классу. Да, я сейчас занимаюсь обновлением своих старых мастер-классов. Мне кажется, что сейчас по новому описанию, да еще со схемой, вязать будет еще легче и еще интереснее. Здравствуй, подруга. Давай сделаем мне модную прическу. А сейчас поменяем мне платье.